Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Итак, я провязал два квадрата, они у меня абсолютно одинаковые, и в конце каждого квадрата я просто здесь выполнил вот последнюю группу столбиков, одна воздушная петля, соединился третью воздушную петлю подъема соединительной петлей, и затем выполнил соединительную в следующий столбик, в следующий, и обрезал нить, и вот просто вытянул вот так хвостик. И мы его вот так сейчас, как обычно, спрячем под столбиками следующего ряда. И сейчас я буду соединять эти два квадрата синим цветом. Один квадрат я пока убираю, будем работать только с одним. И сейчас вот в эту угловую арку мы будем провязывать не вот такой уголок, как мы обычно вязали вот из двух пар, а мы провяжем только одну пару, то есть 3 столбика. Я сейчас вставляю крючок вот в эту арку двух петель. Вот этот хвостик, повторяю, я буду сейчас вот так прокладывать, прятать под столбиками. Цепляю нить нужного мне цвета. Вот так. И протягиваю ее сейчас сюда, в эту свою арку двух петель. И вот в эту петельку сейчас уже цепляю 2 здесь вот эти петли, хвостик и основную нить. И протягиваю в эту получившуюся мою петлю вот так до тех пор, пока у меня не вылезет этот хвостик. Все, теперь уже можно это все дело затянуть и за хвостик, и за нить, и никуда у нас это волшебство не денется. Все, сейчас вот этот хвостик я вот так сюда назад, и под столбиками мы его замкнем. И сейчас я выполняю 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Но здесь у меня вот уже, грубо говоря, одна петля есть, и я провязываю только 2 воздушные петли. Все, вот у меня первый столбик с накидом. И сейчас провязываю еще 2. Делаю накид. При этом вот эти 2 хвостика у меня замыкаются под столбиками. И в эту арку провязываю еще 2 столбика с накидом. Раз. И второй столбик с одним накидом. Вот эти кусочки, в принципе, уже можно будет сейчас обрезать. Я их здесь уже под столбиками замкнул. Все. И здесь мы уже продолжаем вязать нашу прямую часть. Я выполняю 1 воздушная петля, это у нас разделение. И в следующую арку 1 воздушной петли я провязываю 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и опять 3 столбика с одним накидом. В следующую уже арку 1 воздушной петли. И сейчас до конца ряда мы будем провязывать как обычно. И на углах, и на прямых частях. Углы у нас по 2 группы из 3 столбиков. Только в начале вот мы сейчас сделали здесь вот такую одну группу, а во всех остальных сейчас вот до конца мы здесь провязываем все как обычно. Сейчас я здесь покажу просто. В следующую арку у нас опять идет 3 столбика. Одна воздушная, опять в следующую арку 3 столбика. Одна воздушная. И уже в следующую арку угловую мы провязываем, как обычно, наш уголок. То есть 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Все, и далее у нас опять начинается прямая часть. Мы там провязываем в каждую арку 1 воздушной петли по 3 столбика с одним накидом. И 1 воздушная петля разделения. Здесь вот пошли по 3 столбика. И уголки у нас обычные. Вот 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Только в начале у нас вот так. Все провязываем сейчас вот так по кругу, как обычно. И здесь уже в конце, и я вернусь. Итак, я провязал этот ряд до конца. У меня здесь уголки везде одинаковые. Я подхожу к началу ряда,
Выполнил последнюю группу 3 столбиков с одним накидом. Теперь выполняю также 1 воздушная петля разделения, как обычно. И теперь вот в эту первую арку 2 воздушных петель нам нужно довязать, дополнить вторую вот такую группу столбиков. Мы выполнили только одну, и в эту арку я сейчас провязываю 3 столбика с одним накидом. Теперь я не буду делать никакие воздушные петли, не буду соединяться с этой первой группой столбиков. Я беру свой следующий квадрат. Вот этот хвостик сейчас я вот так же буду прокладывать и прятать под столбиками. И сейчас мы вот так их будем соединять. Без всяких воздушных петель. Вот здесь я сразу же после этих 3 столбиков выполняю накид. Вставляю крючок вот в эту арку 2 петель, где вот у меня здесь хвостик. Вставляю крючок в эту арку угловую и провязываю сюда 3 столбика с одним накидом. При этом этот хвостик вот я туда под столбиками прячу. Провязываю 3 столбика с одним накидом. Все, вот мы соединили наши вот эти 2 квадрата. Теперь я выполняю 1 воздушную петлю и уже провязываю здесь вот эту прямую часть. Вторую вот такую группу столбиков мы довяжем здесь в конце ряда. Сейчас мы провязываем прямую часть. Я сделал 1 воздушную петлю, накид, и уже в следующую арку 1 воздушной петли мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, 2 и 3. 1 воздушная петля. Все, давайте провяжем сейчас это дело самостоятельно. То есть вот эту прямую часть мы, как обычно, в арке 1 петли вяжем по 3 столбика с накидом. 1 воздушная петля разделения. Вот здесь у нас получается 3 уголка. 1, 2 и 3. Вот здесь обычные из 2 групп по 3 столбика с одним накидом и 2 воздушные петли между ними. Все, вот так это провяжем, а вот здесь я уже вернусь. Итак, вот я обвязал уже второй квадрат, то есть уголки у меня здесь везде одинаковые, обычные. Здесь я подошел вот уже к началу нашего вот этого соединения. Аккуратно вы смотрите, чтобы у нас вот эти квадраты, они не были тут перекручены, чтобы у нас все здесь было ровно. И теперь вот я в последнюю арку здесь 1 воздушной петли провязал 3 столбика с одним накидом. Теперь по рисунку мы выполняем 1 воздушная петля. И вот в эту первую арку 2 воздушных петель мы дополняем, довязываем еще вот 3 столбика с одним накидом. Накид. И в эту угловую арку провязываем 3 столбика с одним накидом. Все. И без всяких воздушных петель мы вот так возвращаем наш вот этот квадрат, чтобы они у нас вот так лицо было. И соединяемся соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю подъема вот этого другого квадрата. Вот так я немножечко поворачиваю сейчас аккуратно, чтобы у нас ничего не перекрутилось. И уже в 3-ю воздушную петлю подъема сразу выполняю соединительную петлю. То есть все, мы окончательно соединили наши 2 квадрата. И я делаю еще соединительную петлю в следующий столбик. В следующий столбик соединительная петля. И теперь, как обычно, я сейчас обрежу нить, вытяну кусочек. И здесь уже потом под столбиками следующих рядов я спрячу. Все, и таким образом вот мы соединили наши 2 квадрата между собой. Итак, сейчас мы будем заполнять вот это вот пространство. Вот такой треугольник будем провязывать. И начинаем мы с правого угла. Я вставляю крючок в эту арку 2 петель, вот в этом углу. Цепляю новую нить, протягиваю ее сюда, в эту арку 2 петель. И затем сразу же провязываю вот эти 2 вместе петли, нить, которая от клубка идет, и вот этот кусочек сразу протягиваю в эту петлю до тех пор, пока у меня не вылезет этот кусочек. Все, теперь его можно затянуть. И сейчас я этот кусочек кладу вот так сверху рабочей нити, провязываю еще одну воздушную петлю.
опять этот кусочек сверху рабочей нити туда-назад и опять воздушная петля. Вот я в итоге сделал 3 воздушные петли подъема. Они нам заменяют первый столбик с одним накидом. И сюда, в этот уголок, мы вот провязали столбик с накидом. Все, больше мы ничего сюда провязывать не будем. Сейчас я опять возвращаю этот кусочек сюда, сверху этой нити, просто чтобы его замыкать. И уже в следующую вот эту арку одной петли мы провязываем сразу, после 3 воздушных петель подъема, 3 столбика с накидом. Вот сюда уже, в следующую арку одной воздушной петли. Все, при этом вот этот хвостик, он у меня там вот запутан уже, то есть ничего с ним не случится, его можно уже спокойно обрезать. И провязываю еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот так, то есть в следующую арку мы провязали 3 столбика с накидом. Теперь 1 воздушная петля разделения, и уже в следующую арку мы также провязываем 3 столбика с одним накидом, затем 1 воздушная петля, опять в следующую арку 3 столбика с одним накидом, и провязываем сейчас все это дело до середины. Вот до сюда, где у нас здесь сходятся эти 2 квадрата, и вот здесь я вернусь. Итак, вот я провязал здесь до середины, до вот этого места, где у нас тут соединение было. Еще раз повторяю, от начала ряда вот здесь у меня в угловой арке 3 воздушные петли подъема, затем сразу же 1, 2, 3, 4, 5, 6 блоков по 3 столбика с накидом по одной петле между ними. После последнего вот этого 6-го блока 1 воздушную петлю мы не делаем. Сразу же, вот, то есть вот эти 2 центральные блока мы пропускаем и уже в следующий провязываем 3 столбика с накидом. При этом вот этот хвостик у меня здесь от предыдущего ряда, я его сейчас буду прятать под столбиками. Все, после этих 3 сразу накид, и уже вот в эту арку одной петли я провязываю 3 столбика. 1, 2, 3. Вот так у нас. И вот так мы будем это все дело туда-сюда заполнять. Сразу же после этих 3 столбиков 1 воздушная петля разделения, и уже в следующую арку одной петли 3 столбика с накидом. Далее 1 воздушная, опять 3 столбика с накидом, и провязываем сейчас. Вот я провязал 2, сейчас еще 3, 4, 5, 6, и вот здесь в углу я вернусь. Итак, я подошел здесь к другому углу, я здесь также сделал 1, 2, 3, 4, 5, 6 блоков по 3 столбика с одним накидом. Затем сразу же после этого последнего 6-го блока я сразу без всяких воздушных петель вот в эту арку, угловую самую, выполняю столбик с одним накидом. Вот так. То есть получается, что как будто мы здесь сделали столбик с одним накидом, и здесь столбик с накидом, и тут по 6 вот так блоков. Теперь будем работать все точно так же, только уже с изнаночной стороны. Мы сейчас вот этот треугольник, вот этот, вот так, мы его будем заполнять поворотными рядами. Сейчас поворачиваем работу на изнанку, вот так. Выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, как первый столбик с одним накидом. И в следующую арку одной воздушной петли мы уже провязываем вот эти наши блоки по 3 столбика. То есть мы вот это все дело пропускаем, накид, и в эту следующую арку 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И уже в следующую арку опять 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля. И провязываем сейчас вот так до середины. Итак, от начала я сделал вот здесь 3 воздушные петли подъема и пошли 1, 2, 3, 4, 5 групп по 3 столбика с одним накидом и 1 воздушная между ними. Здесь передо мной вот эти 2 центральные группы. Мы сюда ничего не вяжем. И здесь мы в центре 1 воздушную петлю не делаем. Сразу же я выполняю накид. И вот уже вот сюда провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2,
3. Затем 1 воздушная петля. И уже в следующую мы также 3 столбика с одним накидом. И здесь тоже получится 5 блоков. 1, 2, 3, 4, 5. И уже здесь на углу я вернусь. Итак, я подошел здесь к углу, выполнил 1, 2, 3, 4, 5 блоков по 3 столбика с одним накидом. Теперь я выполняю сразу же после этих столбиков накид. И вот в эту арку, которая у нас получилась, вот мы делали здесь 3 воздушные петли подъема. По сути, нам нужно сделать столбик с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. То есть вот как здесь у нас столбик с накидом, а потом 3 воздушные петли подъема. Ну, чтобы даже не заморачиваться, искать здесь эту одну петлю, можно прям сразу вот так в эту арку я выполняю просто столбик с одним накидом, и все. И таким образом вот мы завершили вот этот вот ряд. Теперь я уже разворачиваю опять работу на лицо. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И уже сразу же в следующую арку одной петли мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И 1 воздушная петля. И так я провязываю 4 блока. 1, 2, 3, 4. Провязал 4 блока. После 4-го сразу же, без всяких воздушных петель, вот эти 2 группы посередине мы пропускаем, делаю накид. И уже в следующую арку одной воздушной петли, уже другая сторона нашего вот этого квадрата, точнее другой уже квадрат, мы провязываем 3 столбика с накидом. И опять 1 воздушная петля разделения и провязываем 1, 2, 3, 4 блока. Провязал 4 блока. После последних этих столбиков я выполняю накид. И вот в эту следующую арку, вот здесь, которая, я выполняю столбик с одним накидом. Теперь разворачиваю работу наизнанку. Выполняем 3 воздушные петли. И уже в следующую арку одной петли провязываем 3 столбика с одним накидом. И 1 воздушная петля. И здесь у нас получается сейчас до середины нам нужно провязать 3 блока. 1, 2 и 3. Провязал 3 блока. После последнего 3-го блока здесь в центре вот эти 2 группы мы пропускаем. Арку одной петли не делаем. Выполняю накид. И сразу же в следующую уже арку одной петли провязываем 3 столбика с одним накидом. И 1 воздушная петля. И так провязываем с этой стороны тоже 3 блока. Вот один провязали, 1 воздушная. И провязываем 1, 2, 3. Провязал 3 блока. После последнего выполняю накид. И в следующую арку, вот здесь у нас было 3 петли, столбик с одним накидом. Затем поворачиваю работу уже опять на лицо. И здесь у нас будет 2 группы из 3 столбиков. Сейчас выполняем 3 воздушные. И уже в следующую арку провязываем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, и здесь у нас уже блоки в центре получаются. Сейчас провязываем здесь 3 столбика с одним накидом. Затем сразу же, без всяких воздушных петель, уже в следующую арку также 3 столбика, и будет 1 петля и еще 3 столбика. Итак, провязали уже на этой стороне. Тут 2 блока и тут 2 блока. Здесь без воздушных петель. После этого второго блока накид. В следующую арку 3 петель столбик с накидом. Опять разворачиваем нашу работу на изнанку и выполняем. Здесь у нас уже по одному блоку на стороне остается. 3 воздушные сначала выполняем, а затем уже в следующую и в следующую арку одной петли у нас идут вот так 2 группы без воздушной петли. Выполнили блок, сразу вот эти 2 в центре пропускаем, накид, и в следующую арку идет также 3 столбика с одним накидом.
накид, в следующую арку одной петли мы провязываем столбик с одним накидом. И опять сейчас разворачиваем нашу работу на изнанку, провязываем 3 воздушные петли и выполняем соединительную петлю. Вот после вот этих двух групп, которые в центре у нас, вот тут мы делали 3 воздушные петли, и вот в одну петлю, в первую, ой, точнее в третью, вот после столбиков, я выполняю соединительную. И на всякий случай еще раз просто соединительную, уже просто в саму вот в эту арку. Все, и сейчас эту нить уже можно будет обрезать, и потом этот хвостик мы уже спрячем под столбиками следующего ряда. И сейчас у нас получилось то, что у нас на вот этой стороне, то есть вот обратите внимание, у нас здесь вот теперь будет вырисовываться прямоугольник. Мы заполнили вот этот вот треугольную вот эту часть. И сейчас у нас здесь, не считая вот этих арок, которые вот синим цветом у нас, если их не считать, у нас вот этих светлых арок должно быть 13. Вот смотрите, я считаю вместе с вами. Вот оно у нас идет, самая первая арка. Вот здесь хвостик, где мы начинали. Первая, вторая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 арка. И обратите внимание, чтобы даже, может быть, проще было сверить, у нас сбоку от каждого блока идет арка. Вот у нас был блок, вот арка, опять блок, арка. Эти столбики, арка. И так вот у нас 13. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И теперь сейчас обрезаем нить и самостоятельно давайте провяжем вот этот уже треугольник. То есть если вдруг вы забыли или запутались немножко, перемотайте видео на начало, где я начал провязывать вот этот треугольник. Вот сейчас вот так мы это дело разворачиваем и начинаем вот с этого угла. То есть привязываем сюда вот эту нитку, вот, провязываем 3 воздушные петли, и потом у нас пошли 6 блоков, 6 блоков. Тут столбик будет с накидом. Но вы перемотайте и посмотрите, все то же самое должно получиться. Заполним сейчас вот этот треугольник. Итак, вот я заполнил здесь второй свой треугольник. Теперь нам нужно будет заполнять вот эти треугольники, чтобы наша работа получилась уже вот такая прямоугольная. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!